Военная техника стянута в столицу. Расстрел, заложники, штурм спецназа, неудачные переговоры со стрелком. Кто устроил теракт в Киеве? Бывший военный ВСУ или российский подполковник? И о чем писал подозреваемый у себя в соцсетях? Сбор средств на ликвидацию президента. Громкий скандал. Силовики подняты по тревоге. Кто готов заплатить? Тяжелые потери среди солдат. Военные страны НАТО убиты. Колонна попала в засаду. Износ армии РФ на фронте во благо Запада. Резонансное заявление из Бундесвера и ответ Москвы. Бог терпел и нам велел. Лавров заявил о красных линиях Москвы. Восстание в Америке. Страна готова вспыхнуть, если Трамп не изменит подход. Бунт граждан. Когда? Детали. Штурм здания правительства, коктейль Молотова для премьера. Трамп срочно созывает военных и специалистов. Новая фаза войны на Ближнем Востоке. 2 дня до новых бомбардировок. Штаты объявили охоту. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку. И я начинаю. Военная техника стянута в столицу. Теракт и штурм в Киеве. Одна из главных новостей этих суток. Личность стрелка установлена. Появляются новые детали того, кем был и чем жил мужчина, который расстрелял на улицах украинской столицы людей, после еще взял жителей Киева в заложники в супермаркете и в итоге был ликвидирован. Спецназ пошел на штурм магазина после того, как неадекват застрелил одного из заложников, а до этого на протяжении 40 минут не шел на контакт с переговорщиками от силовиков. Сама в ужасе, когда увидела, что это он, никогда бы не подумала, что он мог такое сделать. Он не хотел с кем-либо общаться. Он знал меня, потому что я постоянно сижу на улице, всегда говорю «здравствуйте». Известно, что среди жертв 58-летнего стрелка, которому через 2 дня должно было исполниться 59, молодая семейная пара, а их ребенок при этом получил ранение и сейчас находится в больнице. В целом же жертв 6, еще 15 человек ранены. Согласно последним данным аналитиков и украинских медиа, нападавший – это человек, который прекрасно знал, как обращаться с оружием, имел легально зарегистрированное. В соцсетях подписывал себя как Бахмут ВДВ, это его инициалы. В Киеве жил последние 10 лет, до этого в Рязани, а также в Бахмуте, родился в России, заявил Зеленский, и уточнил, что версий случившегося несколько. Известно, что нападавший поджег квартиру перед тем, как выйти с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Долгое время жил в Донецкой области, родился в России. Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно и почему он совершил это. Необходимо проверить каждую деталь. У следствия несколько версий. Все его электронные устройства, телефон, все контакты будут проверены. Изначально в соцсетях появилась версия, что Васильченков имел 2 паспорта, российский и украинский, мог служить в российской армии и имел звание подполковника. Появились также кадры мужчины в военной форме РФ. Однако позже автор данной публикации опроверг свои же заявления, указав просто на полное сходство по датам и инициалам с гражданином России. После этого была опубликована другая информация о стрелке. Цитирую. Это бывший украинский военнослужащий, служил до 2004 года в Донецкой области. Место службы 254-я мотострелковая дивизия, батальон материально-технического обеспечения. Затем ушел в запас и после 2022 года продолжил службу в рядах украинской армии. Аналітики українського медіа телебачення Торонто также подтверждают часть этой информации. Они также пишут, что стрелок ранее проживал в Бахмуте. С 2015 по 2017 годы временно жил в России, в Рязани. Там он пользовался российским номером телефона и стал клиентом российских банков. После вернулся в Украину, в Киеве жил сам. В Фейсбуке при этом публиковал антиукраинские и антисемитские посты. В феврале 2024 года Голосеевский районный суд освободил его от уголовной ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений, поскольку подозреваемый примирился с потерпевшим. Также процитирую. Также он отрицал легитимность Украины, используя в публикациях выражение «так называемая Украина». Он открыто сожалел, что террорист Игорь Гиркин в 2014 году не уничтожил Бахмут полностью. Васильченков – военный пенсионер Украины. В 2023 и 2024 годах он выиграл несколько судебных исков против Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве, добившись повышения пенсионных выплат и начисления дополнительных средств 2000 гривен. Украинские медиа также публикуют видео инцидента 3-летней давности из украинского супермаркета. На кадрах также вероятный стрелок, который тогда устроил конфликт.
А в России отправили за решетку военного, который на днях расстрелял полицейских и смог скрыться. Речь о громком ЧП в Оренбургской области. Стрелка искала полиция, Росгвардия и спецслужбы. После двухдневной масштабной операции беглеца все-таки поймали в одном из сел региона. Суд уже отправил его под стражу, открыто сразу несколько уголовных дел: убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и самовольное оставление части в период мобилизации. Подготовка к ликвидации президента. Громкий скандал в Румынии. В сети объявили сбор денег на убийство главы государства. Неизвестный пользователь заявил, что организует поиск средств на физическое устранение Никушора Дана. В публикации он прямо написал, что каждый лей имеет значение. Ситуация стала еще тревожнее, когда пользователи в комментариях начали спрашивать, куда отправлять деньги. Информация быстро распространилась и вызвала резонанс в обществе. Спецслужбы были приведены в состояние повышенной готовности. Правоохранители проверяют подлинность аккаунта и обстоятельства появления поста. Также устанавливается, представляет ли сообщение реальную угрозу безопасности. Параллельно ведется розыск автора публикации. Власти заявляют, что виновный будет привлечен к ответственности по всей строгости закона. Износ армии России на фронте во благо Запада. Инспектор сухопутных войск Германии Кристиан Фройдинг в интервью Welt прямо заявил, что все, что сейчас изматывает и сковывает российскую армию на фронте в Украине, напрямую усиливает безопасность и обороноспособность Германии. Немецкий генерал заявил, что Россия не достигла ни одной своей стратегической цели. Он уточняет, НАТО расширилось, страны Альянса вкладывают в оборону больше, чем когда-либо за последние десятилетия. Все, что сейчас выматывает российские войска, дает нам время и возможность лучше выстроить собственную систему сдерживания, подчеркнул Фройдинг. Также, по его словам, Бундесвер ускоряет создание полноценной боевой бригады в Литве для защиты восточного фланга Альянса. Активно ищет добровольцев и параллельно решает проблемы с поставками ПВО и цифровой связью. При этом он дал понять, если добровольцев не хватит, государство будет вынуждено искать другие инструменты для защиты своей свободы. Сейчас в Литве около 1800 военнослужащих. Важный шаг: с 1 февраля в состав бригады вошли 3 боевых батальона. Многонациональный, уже размещенный в Литве, и 2 немецких, которые пока находятся в Германии и готовятся к переброске. Уже этой весной бригада сможет самостоятельно проводить учения. Мы рассчитываем уложиться в сроки: подготовка до середины 2027 года и начало переброски во второй половине 2027 года. «Бог терпел и нам велел». Именно этими словами глава МИД РФ Лавров ответил на упреки со стороны части граждан России, почему Москва никак не реагирует на пересечение с Западом так называемых красных линий РФ. Комментируя такие оценки, он дал понять, что в Кремле не считают отсутствие немедленного и жесткого ответа признаком слабости. По его словам, у России есть собственная политическая и историческая логика поведения, в которой важное место занимает терпение. Именно в этом контексте Лавров привел фразу «Бог терпел и нам велел». При этом глава российского МИДа говорит, что терпение не является бесконечным. Одновременно Лавров дал понять, что такая туманная неопределенность вокруг настоящих красных линий и предела допустимого для Москвы он считает даже полезной. Из его слов следует, что российская сторона сознательно не хочет показывать, где именно находится последняя черта. И вот этот хор голосов, что не надо Россию бояться, может быть, кто-нибудь называет и нас тоже бумажным тигром, как Трамп назвал НАТО, но я предостерег от таких параллелей. У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия. Восстание в Америке. Если президент США не изменит свою политику в отношении Карибского региона, Латинская Америка может взорваться. О потенциальных антитрамповских народных восстаниях предупреждает президент Колумбии Густаво Петро. В интервью газете «Эль Паис» он заявил, что Вашингтон использует черные списки и санкции для давления на неугодные режимы, угрожая странам экономической изоляцией и даже военным вторжением по венесуэльскому сценарию. При этом Петро назвал свои личные отношения с Трампом хорошими
СМИ, отметив, что они недавно дважды разговаривали на равных. В то же время лидер Колумбии остается под санкциями США и сомневается, что Вашингтон вычеркнет его из своего черного списка. «Я готовлюсь жить вне капиталистической системы», — подчеркнул Петро. «Когда меня включили в санкционный список, составленный Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США, я понял, что инструмент борьбы с наркотрафиком стал политическим. Его используют для давления. Если не подчиняешься, не сможешь нормально жить. Это система, напоминающая времена испанской монархии. Ответ Латинской Америки всегда был «восстание». Коктейль Молотова влетел в кабинет премьер-министра. Здание правительства охвачено огнем. В столице Албании, Тиране, полиция арестовала 11 участников антиправительственного протеста, в том числе тех, кто швырял бутылки с зажигательной смесью. Еще 15 человек находятся под следствием. Об этом сообщают СМИ. Оппозиционная демократическая партия вывела людей на улицы Тираны. Протест быстро перерос в столкновение с силовиками. Полиция применила водометы, слезоточивый газ. В сумках протестующих правоохранители нашли еще и 45 коктейлей Молотова. Антиправительственные протесты в Албании продолжаются уже несколько месяцев. Демократы во главе с экс-президентом Сали Беришей требуют отставки правительства социалиста Эди Рамы, создания переходного кабинета и новых честных выборов. Поводом стали обвинения в массовых фальсификациях на парламентских выборах и громкий коррупционный скандал с вице-премьером Белиндой Балуку. США выходит на глобальную охоту за иранскими судами от Персидского залива до Открытого океана. Вашингтон переходит к новой фазе войны на Ближнем Востоке и теперь готов перехватывать танкеры и коммерческие корабли, подозреваемые в помощи Тегерану, где бы они ни находились. Под прицелом не только нефть, но и любые грузы, способные подпитывать иранскую военную машину. Об этом пишет Wall Street Journal. Это уже не региональная операция, а масштабная морская кампания с мировым размахом, говорится в материале. Процитирую. По данным Центрального командования США, американские силы уже развернули назад 23 судна, пытавшихся покинуть иранские порты в рамках морской блокады. Расширение кампании позволит США брать под контроль суда, связанные с Ираном по всему миру, включая корабли с иранской нефтью, уже находящиеся за пределами Персидского залива, а также суда, перевозящие вооружение, которое может поддерживать иранский режим. Ситуация на Ближнем Востоке меняется очень быстро. В субботу стороны заявили об эскалации. Иран, как вы знаете, снова захлопнул Ормузский пролив и открыл огонь по танкерам. Тегеран обвиняет США в пиратстве и обещает держать пролив под жестким контролем, пока Вашингтон не уступит. Ситуация накаляется буквально через часы после заявления Трампа о возможной и скорой сделке. Издание Axios пишет, что накануне Иран атаковал как минимум 3 коммерческих корабля. Аудиозаписи инцидентов указывают, что одному из судов было разрешено войти в пролив, после чего по нему открыли огонь, и диспетчер сообщил, что они разворачиваются обратно. По данным танкер Трекер, 2 из обстрелянных судов были индийскими, одно из них перевозило 2 миллиона баррелей иракской нефти. Иран в ответ на угрозы Трампа заявляет, что тоже вновь готов открыть огонь по силам США. Иранское телевидение накануне распространило новое заявление лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который, напомню, до сих пор лично не появился на публике. Тегеран подчеркивает, что уже сорвал зловещие планы Вашингтона и своих противников внутри страны. Цитирую. Опираясь на свою мощную божественную и народную поддержку и действуя в сплоченных и прочных рядах, она плечом к плечу стоит с другими маджахедами вооруженных сил, сражаясь с 2 армиями, стоящими во главе фронта неверия и высокомерия, и обнажает их слабость и унижение перед глазами всего мира. Подобно тому, как ее беспилотники поражают американских и сионистских преступников, словно молния, ее отважный флот готов заставить врагов вкусить горечь новых поражений. Трамп же передает сигналы в Тегеран, говорит, что Иран не сможет шантажировать США, закрывая Ормузский пролив. В своем обращении Трамп вновь заявил, что Иран за период этой войны потерял все, что мог, а поэтому сейчас добросовестно ведет переговоры. У нас идут очень хорошие переговоры, все складывается очень хорошо. Они немного заигрались, как делают это уже 47 лет. Никто никогда им не противостоял. Мы им противостояли. У них нет флота, у них нет военно-воздушных сил, у них нет лидеров. У них вообще ничего нет. На самом деле их лидеры — это смена режима. Вы можете назвать это принудительной сменой режима, но мы с ними разговариваем. Они снова хотели закрыть пролив, как делают это уже много лет, но они не смогут нас шантажировать.
В то же время Axios уточняет, что президент срочно собрал экстренное совещание в ситуационной комнате Белого дома. Даты новых переговоров нет, а срок прекращения огня заканчивается, и поэтому Штаты готовятся к новым бомбардировкам. При этом режим прекращения огня не соблюдается между Ливаном и Израилем. Цахал заявляет о провокациях со стороны Хизбаллы. Армия обороны заявляет о серии инцидентов на юге Ливана. Военные сообщили о нанесении точечных ударов по целям, которые были расценены как непосредственная угроза. Действия, предпринимаемые в рамках самообороны и для устранения непосредственных угроз, не ограничиваются режимом прекращения огня. Цахал не допустит нанесения ущерба израильским гражданам и своим военнослужащим и примет все необходимые меры для обеспечения их безопасности. Париж при этом заявляет, Хизбалла совершила нападение на французских военных. 3 было ранено, 1 солдат погиб на юге Ливана. Старший сержант Флориан Монторио, входивший в состав временных сил ООН в Ливане, был убит в субботу 18 апреля. Он погиб во время атаки на миротворцев, выполняя задачу по расчистке маршрута к изолированному посту миссии. По данным французских властей, колонна попала в засаду вооруженной группы, и Монторио был смертельно ранен огнем из стрелкового оружия с близкой дистанции. 3 его сослуживцев получили ранения и были эвакуированы. О ситуации на границе говорят и в Украине. ТЦК на кордоне пакует депортированных из ЕС украинских мужчин. Такое заявление сделал украинский депутат и оказался неправ. В Госпогранслужбе поставили точку в этом вопросе, опровергнув слова нардепа Горбенко. Сотрудники военкоматов никого не ловят на границе, объяснил в комментарии УНИАН пресс-секретарь ведомства Демченко. По его словам, если мужчина находится в розыске по базе «Оберег», пограничники по закону обязаны передать его полиции, а полиция уже доставляет уклонистов ТЦК. Это касается как выезда, так и въезда в Украину, сказал Демченко. Напомню, ранее депутат Горбенко заявил, что появились единичные случаи принудительной депортации украинских мужчин призывного возраста из стран ЕС, после чего их якобы передают в военкоматы. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. До встречи, как всегда, уже завтра.